Всем привет! Вы на канале Авточайники. Сегодня мы для нашей Lamborghini делаем ламбо-двери. Вернее, не сегодня, а сегодня вы видите видео, в котором мы делаем ламбо-двери. Ламбо-двери — это очень популярная вещь, которую ставят не только на Lamborghini, но и на некоторые запорожцы. Механизмов открывания типа ламбо-двери есть несколько видов. Мы выбрали вот такой. Сейчас вы видите на 3D симуляторе, как будет открываться и закрываться наша ламбо-дверь. Поэтому мы начали искать, где же купить или самостоятельно сделать ламбо-дверь. После просмотра множества сайтов мы нашли механизм, который подойдет к нашей ламбо-двери. Он подойдет не на 100%, придется немного его урезать, придется немного его модифицировать, но в общих чертах это тот механизм, который подходит для наших целей. Теперь оставалось дело за малым. Нужно поставить этот механизм на наш автомобиль. Как мы ни старались, как мы ни придумывали, но все-таки решили обратиться к профессионалам. Также поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А мы продолжаем. Итак, профессионал в своем деле, Стас, согласился помочь нам и сделать ламбо-двери. Но чтобы приступить к работе и поставить новые навесы, Стас первым делом занялся усилением каркаса автомобиля, чтобы эти навесы не оборвались под тяжестью двери. Так как открывание будет немножко под другим углом, то вся тяжесть самой двери, а дверь будет очень тяжелой, потому что кроме двери там еще будут другие навесные элементы. Чтобы это все не оборвалось, нужно было усилить каркас. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Установка двери заняла довольно-таки много времени. После усиления каркаса начали усилять саму дверь. После этого начали ставить только навесы. К навесам нашей двери нужно будет установить поднимание и опускание этой двери. Это нужно для того, чтобы, открывая дверь, дверь поднималась автоматически. А опускать дверь не нужно, чтобы дополнительно стоял человек и опускал дверь, потому что это должно выполняться с одного места, либо с пассажирского, либо с водительского. В этом тоже есть своеобразная проблема, потому что нужно не только правильно выставить эти упоры, но и закрепить их и усилить то место, чтобы при частом открывании и закрывании двери его не вырвало. Также места сварки зачищались и специальными растворами грунтовались, чтобы убрать коррозию в будущем на местах сварки. Стас предложил усилить весь каркас автомобиля, чем он и занялся. У нас инициатива наказуема. После усиления всего, чего можно, и после установки петель, нужно было подогнать двери, чтобы они открывались и закрывались очень мягко, как в обычном автомобиле. Для этого мы сняли упоры и начали выставлять двери. Для этого несколько раз снимали саму дверь, несколько раз снимали сами петли, ну и, конечно же, получились лишние детали после установки этих петель. Ну как лишние? Те детали, которые мешали нам установить петли, а вернее установить зазоры. После того, как выставили все зазоры пассажирской двери, дверь стала открываться-закрываться очень хорошо, занялись водительской дверью. Процесс регулировки водительской двери пошел гораздо быстрее, так как уже был опыт с пассажирской дверью и уже примерно знали, где какие могут быть подводные камни в этом процессе, поэтому гораздо быстрее сделали водительскую дверь. Осталось установить назад упоры и сделать, чтобы дверь поднималась вверх, как в обычном Lamborghini. Установив упоры, нужно было отрегулировать высоту поднятия самой двери, насколько это высоко или насколько это низко, чтобы можно было нормально садиться и нормально выходить с этого автомобиля. Как вы видите, первый раз получилось очень высоко. Настолько высоко, что садиться и выходить с автомобиля было очень легко, но дверь очень сильно поднималась и очень трудно было закрыть эту дверь. И как говорят автомобильные мастера,
никогда не было и снова. Мы начали регулировать не только на открывание, но и на подъем нашей ламбо-двери. Этот процесс был гораздо быстрее, чем первый раз мы регулировали пассажирскую дверь, но тоже занял какое-то время. После упорной работы над настройкой двери у нас получилось мягкое открывание и мягкое закрывание двери. Вроде все получилось, как мы считали в начале, но после нескольких раз открывания и закрывания двери мы заметили, что после резкого открывания двери в двери есть боковые биения. Так что мы опять задумались, что же делать, как настроить дверь, чтобы убрать эти боковые биения. Вот вы сейчас видите на видео, какие боковые биения появились в нашей двери. Ну и как же решить эту проблему? Правильно, усилить дверь. Сняв 10-й, а может быть даже и 20-й раз нашу дверь с новой петли, мы усилили дверь. Сбоку на всю высоту двери мы наварили пластину, очень жесткую, которая не даст играть металлу нашей двери при открывании. Установив двери обратно, нам нужен был сторонний человек, который бы сказал, правильная ли высота поднимания двери, как открывается и закрывается дверь, легко, тяжело, может что-то нужно было поменять. Для этих целей я позвал своего племянника, который стал судьей этих всех процессов. Как вы видите, дверь открывается очень мягко, поднимается очень легко, но для него это было как бы неожиданностью, хотя он знал, что у нас ламбо-двери, что дверь так будет открываться. В общих чертах ему понравилось, как открывается дверь. А вас попрошу поставить лайк нашему видео и подписаться на наш канал, поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления о наших новых видео.